Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Зашел сейчас в земляночку, проверил ее, все там в порядке с ней. И двигаюсь потихоньку к бане. Баней сложно это назвать пока строение. Точнее, этот недострой. Но сегодня планирую, да и планируем, что скрывать, сегодня я не один. Сегодня со мной помощник есть, мой товарищ, друг Денис. Вы его уже, наверное, помните по одной из серий. Он мне помогал со строительством землянки еще в самом ее начале. Так вот, планируем мы сегодня закончить возводить крышу. А вот получится это или нет, смотрите дальше. Итак, для тех, кто забыл, Денис. Привет. Вот что значит, давно не пользовался электропилой. Забыл, что тормоз цепи надо выключить, тогда она будет работать. Понятно. Все равно вызов есть. Обновил топор. Топорище, точнее, новое. Какие дрова, конечно. Все сырое. 2 дня дожди шли и подморозило. Вся влага в деревья впиталась. Сейчас прям лед внутри. Если помните, в прошлый раз я сломал топорище. Прямо вот здесь треснула она. В итоге, как оказалось, к этому топору, китайскому, рукоятки такой нету, подходящей. Какую-то мне продали, самую плюс-минус более-менее подходящую по размерам. Все здесь обстругал, но, на мой взгляд, долго она не выдержит, потому что вот
Ну, не видно просто под веревкой. В общем, очень тонкая часть дерева. Я думаю, при сильном ударе обо что-то такое жесткое, не об такую труху, как вот это дерево, он может сломаться. Поэтому нужно попробовать относиться к нему более бережно. То есть план какой? Вот эта вот стропильная система, или как она правильно называется, этот треугольник, еще два таких сейчас надо будет сделать. Устанавливаем их на крышу сюда и уже будем набивать сюда бревнышки. Ну, естественно, предварительно тент натянем. 2,5 метра, ничего себе. Для крыши нужно напилить очень много стволов деревьев, желательно тонких, ну потоньше, длиной 2,5 метра. И я так подозреваю, что вот таких палок нам надо будет штук, наверное, 30. Где их искать? Задача ясна? Да, вполне. Ну, пойдем. Костер не хочет сегодня разжигаться. Бывает. Еще кое-что интересное нашел. Кап или что это, я не знаю. Что это вот за нарост такой на дереве опять? Здесь вообще все какие-то березы странные. Какие-то наросты. Все какие-то кривые они. Как будто магнитная аномалия здесь присутствует. Ну, вообще, березы, в принципе, здесь особо не живут. Все падают, ломаются. Ну, видимо, грунт не особо подходящий. Вот все сломанные. Вот опять сломанные. Пора
делать стропила. А то ходим, только доболтаем. Тоже закинем. Как? На себя наоборот. А, на себе? Да. Он красавец. Ну точно, что не утка. Вот так вот, хороший человек Денис решил сегодня накормить цыпленком, да? Ну да, почти. Или курицей, ну неважно. Как ты его хочешь, прям насадить и на костре пожарить? Да, я думаю, да, самое оптимально. Ну давай попробуем. Углей мы здесь не дождемся. Шампура хоть человеческие у Дениса. Не как у меня в землянке. Ну давай. Так надо. Вот так? Ну да, это понятно. Ну вообще, может быть, и вдоль лучше так вот. А она не выкрутится. Ну да. Не, ну ее в трех точках пробить как-то. Так и сверху, например. Нет? Достаточно или 3 еще? Да нет, третий однозначно. Мне кажется, где-нибудь вот, может, здесь вот на брюхе. На брюхе? Ну да, чтобы поудобнее было потом переворачивать. Чуть, да. Сейчас. Руку не насади, ладонь. Не получится. А, так и выходит, да? Да. Ну, сейчас попробуем так. Красавчик. Она ж томиться должна. Расхерачено на О, просто надо порезче. угла. Сейчас, ну-ка, проверим технологию. Небольшой. Хорошо зашел. Хотя гнилой, кстати. Странно. Ну,
рукоять еще короче стала у топора. Замах не тот получается. Ты чем мариновал курицу? Ну, самое простое. Немножко соевого соуса, сольки, перчик, ну и приправки. А меда не было? А, ну сверху немножко добавил, Есть немножко. для корочки. Ну я смотрю, да, такой цвет. Карамельный. Больше копченый сейчас получится. Ну. Вот так вот. Пока не поешь, и сил нету, да? Потом уже это желание. А потом, да, точно. С высоты крыши я тебе могу сказать, что отсюда она выглядит просто шикарно. Не только с высоты, еще с высоты своего голода. Да. Ты там стул только не убирай, чтобы я потом спустился и поел ее. Хорошая идея, кстати. Что ли? Да, прикреплю вот эти стропильные системы, или как правильно они называются, к самой крыше. Для большей надежности. Не, ну в целом надежно держится. Отлично. Я доволен. Пожалуй, еще один вкручу саморез. Теперь точно надежно. Отличная курочка. Спасибо. Мясо нежное, сочное. Что еще надо для счастья? Такой морозный день, прохладный. Да нет, кстати, сверху прям вообще отлично пропеклось. А, ближе к руке немножко. Сыровато. Но в целом прям очень вкусно. О, смотри, какая вкусняшка вот здесь. Это самое прям вкусное место. Хорошего помаленьку. Ну, если потеряешь, звони. Ну что, Денис оказал помощь. Очень хорошую. Много бревен мы с ним напилили. Да не перенесли сюда.
Конечно, на всю крышу опять их не хватает. Но как бы складывается, откладывает отпечаток такой момент, что когда приходишь в поход, там, либо на стройку, либо в землянку вместе с другом, то постоянно все равно отвлекаешься, общаешься. Как бы не то, чтобы там человек мешает, а просто, ну, давно не видишься, там, и вот это общение, оно немного отвлекает. Тут скорее виновата та ситуация, которую мы сами создаем, редко общаемся. Проблема на самом деле в этом. Ну а сейчас какие я хочу действия совершить? Надо начать набивать крышу. Как стемнеет, буду потихоньку собираться домой. Сегодня я без ночевки. Потом объясню как-нибудь почему в ближайшем обозримом будущем. Сейчас, конечно, тяжело будет одному прибивать доски. Ой, не доски, а бревна. Ну, как говорится, главное начать. Как-то не очень удобно забивать гвозди с этой стороны. Попробую план Б. Сейчас набью, заготовлю много бревен для крыши, сразу их туда закину, а потом залезу и с той стороны сверху буду их заколачивать. Мне кажется, так будет немного попроще. Думаю, пора потихоньку заканчивать на сегодня. Сейчас очень быстро стемнеет, уже время 4 часа. Прям буквально 30-40 минут и уже будут сумерки. Сейчас единственное, хочу сделать укосины
во всех 4 углах. То есть 8 укосин мне поставить нужно. И пойду потом поставлю фотоловушку. Дело в том, что я взял сегодня морковку, арахисовую пасту, ну и остатки вот этой курицы тоже мне пригодятся. Хочу сделать такую приманку. Читал, что арахисовую пасту любят лоси, то есть они реагируют на запах. Ну, соответственно, лиса может прийти на мясо, либо собака. Ну, а морковка для, там, не знаю, для зайцев, если они здесь водятся там. Так что посмотрим в следующий раз, кто-нибудь на эту приманку вообще среагирует или нет, придет кто-то из животных. Мне самому просто очень интересно, насколько это вообще реально поймать зверя на фотоловушку. Чувствую себя как собака в мультфильме дядя Федор, там, как он там, Простоквашино, что ли, мультфильм назывался. Он там все с фоторужьем бегал, в речке аж утонул. Вот я тоже с этой фотоловушкой, мне прям очень нравится ходить по лесу, где-то ее ставить, что-то смотреть. Ну, пока, к сожалению, особо кадров ценных никаких не получается достать, но я думаю, если идти к своей цели, то рано или поздно я к ней приду. То есть когда-нибудь, кого-нибудь она, фотоловушка моя, заснимет. То есть не только лису и собак, а что-то кого-то уже поинтереснее. Удалось сегодня проделать большой объем работы. Я доволен, что практически закончил крышу. Осталось буквально немножко, там 3-4 бревнышка. В следующий раз добиваю все стены, то есть раз, два, ну и вот эту, естественно, лицевую стену. Ну и, наверное, еще раза 2-3 точно придется сюда приходить. Процесс оказывается не быстрый. Землянка почему-то строилась быстрее. Ну, во-первых, световой день был длиннее, то есть лето же было. И я работал, прям приезжал сюда к 9 и работал до 9 вечера. И было удобно, все видно, комфортно. Во-вторых, все равно тяжелее работать зимой, как ни крути. То есть снег, он вносит свою какую-то лепту определенную. Приходится носить много одежды, больше расстояния проходить. Не то, что даже больше, а тяжелее. Наступаешь в снег, проваливаешься и тому подобное. Ну, в целом все равно работа движется, процесс не стоит на месте, это радует. Самое главное, что относительно все надежно получается. Да, конечно, есть много щелей, много, как сказать, не совсем ровных спилов, бревен. Но это ничего страшного, потому что это все равно будет потом дорабатываться и доделываться. Щели забьются, закроются. Бревна все я спилю потом в конце концов и сравняю. Самое главное, что конструкция цельная и уже жизнеспособная. По сути, здесь можно уже даже и ночевать. Ну, естественно, с костром. И в спальнике желательно. Ну, зачем такой экстрим, когда у меня есть землянка? Тут недалеко до нее идти, тем более. Пойдемте поставим фотоловушку, оставим приманку для зверей и посмотрим в следующий раз, кого нам удастся заснять. Кто-то попадется в кадр или нет, кто-то вообще придет на запах таких изысканных блюд, как арахисовая паста, морковка и недоеденная курица. Ну, об этом мы узнаем только в следующий раз.
Да, довольно-таки большой кусок курицы остался. Но дело в том, что сейчас не совсем домой еду, поэтому пока она катается, может просто элементарно пропасть у меня. Жалко, но оставлю здесь ее. Пожалуй, еще немножко арахисового масла. А вкусно. Честно говоря, запаха особо сильного я не чувствую. Оставлю. Дома полакомлюсь сам. Да, хороший денек сегодня был. Спасибо Денису, что приезжал в гости, помог мне, накормил, самое главное, и оставил большую часть курицы в качестве приманки для зверя. Ну, кстати, посмотрим потом в следующий раз, кто-нибудь придет на этот запах восхитительной курочки или нет. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Как обычно, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Ну и будет вообще очень здорово, если вы напишите комментарий. Это помогает моим видео и моему каналу в продвижении, да и мотивирует меня дополнительно. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. До новых встреч. Пока-пока.